Stakeholders – это новый, интересный и весьма перспективный, на мой взгляд, блокчейн-проект из Бразилии, призванный не просто произвести революцию в мире криптовалют с помощью интеллектуального и эффективного контракта, который использует все, что смарт-контракт может привнести в рабочую платформу, о которой более подробно мы сейчас с вами и поговорим. А пока, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал CryptoLady и ставьте лайк этому видео. Ведь, как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Итак, что же такое Stakeholders? Как вы уже, возможно, заметили, Stakeholders представляет из себя многофункциональную платформу для национального и международного рынка токенов, которая была основана в Бразилии. Стоит отметить, что на появление Stakeholders повлияло желание большой команды не просто создать и консолидировать бразильский рынок токенов и криптоактивов, но и защитить его от мошенничества, которое и так уже изрядно успело подорвать всеобщее доверие пользователей к данному направлению. Решить же данную проблему, как считают разработчики, позволит новая платформа Stakeholders с несколькими встроенными решениями для рынка токенов, которые будут использовать помимо инноваций еще и надежные и привлекательные условия сотрудничества, а также всеобщую прозрачность действий на всех этапах взаимодействия. Именно поэтому команда данного проекта работает одновременно в нескольких областях, включая как графический, так и фундаментальный анализ, маркетинг, соблюдение нормативных требований, обучение и развитие, а также другие операции, новые проекты и финансовое образование, формируя под собой новую инновационную платформу Share to Earn, что в переводе на русский означает «поделись, чтобы заработать». Знаю, в наших кругах данный термин еще слабо известен, однако в Бразилии его используют значительно чаще. То есть, что это значит? Это значит, что взаимодействуя с Stakeholders, вы сможете получать награды за использование своего мобильного телефона в социальных сетях, что вы, соответственно говоря, и так делаете ежедневно. Только теперь за лайки и комментарии вы сможете получать сопутствующие вознаграждения. Но и это еще не все, так как помимо этих наград в рамках Stakeholders для пользователей будут доступны и другие источники пассивного заработка, а именно пулы, децентрализованная биржа, копи-трейд, операции на фьючерсном рынке и выпуск токенов. То есть, участвуя в пулах, участников ждет доход, который будет генерироваться торговлей на фьючерсном рынке и майнинге, в результате чего весь полученный доход будет распределяться в BUSD в рамках 5 доступных форм дохода. А именно, в рамках 30 дней участия в пуле вас ожидает 30% прибыли, в рамках 60 дней уже 70%, в рамках 90 дней 100%, через 120 дней возврат составит уже 150%, а через 180 дней возврат и вовсе составит 200%, что, как по мне, уже выглядит неплохо. Что же касается DEX, то тут и так все достаточно понятно, так как с его помощью вы сможете торговать совершенно разными валютами по самым актуальным ценам. Если же говорить о CopyTrade, то это система зеркального отображения торговли, воспользоваться которой сможет любой пользователь Stakeholders, ведь именно с помощью данного инструмента вы сможете проводить сделки в поисках лучших точек для покупки и продажи своих криптоактивов. А еще я напомню, что платформа будет поддерживать запуск токенов и заниматься майнингом BNB, который назначен по плану на вторую половину 2022 года. Кстати, как вы уже возможно заметили, запуск самой платформы назначен на 5 января 2022 года и состоится он при поддержке PancakeSwap. Почему PancakeSwap? Да потому что токен, который принадлежит самой платформе Stakeholders, разработан на базе Binance Smart Chain и соответствует BIP20 стандарту с общим предложением в 281 миллион токенов, продаваться которые будут посредством как частной, так и публичной продажи по цене в $0,005 США и $0,006 США соответственно. И это при том, что цена на момент листинга составит уже $0,007 США за один SH токен. Кстати, не могу не обратить ваше внимание и на существующие налоги, связанные с транзакциями токена, которые составят аж 0% в первые 5 дней после запуска, а потом будет составлять 13% за каждую продажу SH токена, из которых 5% отправятся на ликвидность, 2% будут выделяться на вознаграждение в качестве BUSD и оставшиеся 5% будут выделяться на дальнейшее развитие проекта, маркетинг, дизайн и прочие разработки. Впоследствии же комиссия за перевод составит уже 15%, из которых по 5% будет выделяться на вознаграждение,
маркетинг и сжигание токенов, который естественным образом будет мало-помалу сокращать общее предложение SH токенов в системе и повышать их стоимость, что, как по мне, всегда является очень правильным решением. А что по этому поводу думаете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. А пока я, как всегда, настоятельно рекомендую вам подписаться на все официальные социальные ресурсы проекта, ссылки на которые вы, как всегда, найдете в описании под этим видео, так как именно там вы сможете дополучить для себя еще больше полезной информации, о которой, быть может, я даже не успела упомянуть. Что ж, искренне благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видеообзора, который выйдет на моем канале уже совсем скоро. Отличного всем дня и до завтра!